Единственный способ понять, что мужчина тебя любит. Этот запрос в интернете часто вводят женщины, которые находятся в самом начале отношений, где-то вот они только соприкоснулись с мужчиной, и очень много здесь вопросов, сомнений, собственно, что между нами происходит. И хочется как будто бы получить какие-то гарантии, ну или хотя бы получить какую-то ясность в ситуации, когда объективно пока еще ясность нельзя получить никак иначе, кроме как прояснять ее, ну, так сказать, в таком эволюционном порядке. То есть ты с этим человеком еще мало общаешься, тебе о нем еще очень мало чего ясно, известно и понятно, и, соответственно, это нужно все прояснять. Иногда есть какое-то такое вот нетерпение, и хочется как-то понять по каким-то косвенным признакам, как бы вот узнать, что он меня любит. Иногда женщины задают этот запрос, когда они уже достаточно долго находятся в отношениях, предположим, даже в браке. Вот мы долго находимся в браке, какая-то рутина немножко все съедает, много скуки, и непонятно, меня мой вот мужчина любит или не любит, думает женщина. И она задает такой вопрос. На самом деле, единственный способ, как можно понять, что мужчина тебя любит, это при условии, что у вас есть такой сохраненный контакт, то есть есть возможность искреннего открытого общения, это его прямо, как говорят психологи, через рот спросить, как ты ко мне относишься, ну или ты меня любишь. Соответственно, если вы действительно можете поговорить открыто, то он вам что-то такое ответит, что для вас станет очень таким чем-то ясным и понятным и внесет ясности гораздо больше, чем там, не знаю, миллион роликов в YouTube. Опять же, когда люди друг друга любят, вот по моему опыту, вот когда человека спрашиваешь, вы любите своего там партнера, своего там мужчину или женщину, если человек говорит, да, люблю, то, как правило, здесь как бы уже и вопросов никаких дальше не возникает. Когда человек начинает говорить, что как сказать, что такое любовь? А что значит любовь? Давайте разберемся. Или там, я там, скажем, люблю его, но как вот брата или как друга, которого очень долго знаю. Вот когда начинаются вот эти все вот оговорки такие, какие-то вот, не знаю, уточнения, то здесь возникают вопросы. Это любовь или это что-то такое вот, скажем, что-то, что должно выглядеть как любовь? Поэтому лучше всего прямо мужчину спросить, как ты ко мне относишься, и услышать от него, собственно, ответ, что он вам на это ответит. Но поскольку это, так сказать, лучший вариант, когда вот можно просто прямо человека спросить, и часто такие вопросы в таких ситуациях и не возникают, поэтому в этом видео мы с вами поговорим о том, как все-таки по косвенным признакам, так сказать, признакам второго порядка можно понять, что ваш мужчина вас любит. Меня зовут Евгений Масеев, я психиатр и психотерапевт, и сегодня мы с вами разбираемся в том, как же понять, что мужчина любит свою женщину, как это понять, на что обращать внимание. Если вам эта тема интересна, обязательно поставьте лайк, можете, так сказать, авансом с самого начала. Подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять меня, и мы с вами начинаем. Первая вещь, о которой все говорят, это что нужно обращать внимание не на слова мужчины, а на его действия. Такая старая народная истина, что нужно, чтобы он доказывал не словами, а действиями свою там какую-то, не знаю, серьезность намерений. Вообще это такая штука, которая работает в любых переговорах, в любой коммуникации, и на работе, там, не знаю, не только там мужчинами и женщинами. Если ты с человеком договариваешься, он что-то обещает и не делает это, то он, соответственно, недоговороспособный. Соответственно, если человек недоговороспособный, то с ним не совсем понятно, как с ним сотрудничать. То же самое касается и отношений. Единственное, что вот часто, когда я работаю с женщинами, я замечаю, что вот женщины, когда описывают историю своих отношений, так сказать, задним числом, ретроспективно, то они говорят, что, в принципе, уже после второго раза, когда он не выполнил какие-то свои обещания, я уже как-то вроде понимала, что очень мала вероятность, что он их выполнит. Там, предположим, какая-то была ситуация, которая мешала дальнейшему развитию отношений. Чтобы, скажем, мужчина, не знаю, там, молодой мужчина съехал от родителей, или чтобы он, скажем, развелся с женой, если такая ситуация, или чтобы он там бросил, не знаю, играть в свои компьютерные игры, устроился на работу. То есть какая-то была ситуация, которая мешала развитию отношений, мы договорились, мужчина пообещал, что что-то сделает, и он этого не делает, все как-то откладывает и откладывает. И вот в такой ситуации часто бывает, что женщина понимает, что тут уже как бы вроде бы он уже 2 раза отложил, но хочется верить, и здесь это вопрос самообмана, это вопрос личной терапии. То есть здесь вам нужно понимать, нет ли у вас какого-то такого неосознанного или не вполне осознанного стремления верить человеку, который вас обманывает. Потому что в таком случае получается, что вы будете смотреть не на его действия, а на его слова, потому что какая-то у вас есть потребность слышать вот эти вот слова, такие сладкие, но пустые. Второй нюанс, который важно понимать, что вот эта вот, собственно, установка, что нужно не словом, а делом доказывать свою любовь, она же внушается и мужчинам также. Это вот такая социальная установка. И часто это чревато другой проблемой, что мужчина, скажем, что-то делает для женщины, но не говорит ей каких-то слов любви. Или что-то ей там такого не говорит, чего она хочет услышать. И женщине кажется, что он ее не любит, а мужчине кажется, что я столько для нее сделал, я там, не знаю, заплатил там за нашу поездку, я там что-то там еще сделал, я не знаю, уделяю много внимания, там, не знаю, профессионально как-то ей там помогаю. Вот, я не говорю какие-то слова о любви. Почему? Потому что мне с детства и мамой везде говорили все, что вот главное
сыночек, чтобы быть мужчиной, нужно не словами, значит, говорить, а делами делать. Вот я делами и делаю, а что еще от меня нужно? Поэтому вот в этом месте нужно так вот результировать, что когда человек тебя любит, он, было бы неплохо, чтобы как-то и говорил с тобой, потому что мы все-таки люди, и как бы обладаем речью, и чтобы действия его какие-то, они были последовательными, ясными, понятными и соответствовали его словам. То есть там обещания, которые он дает, чтобы они, ну, как-то, как правило, выполнялись. Вот было бы неплохо. Вторая важная вещь, которая говорит о том, что мужчина вас любит, это проявление заботы и внимания. Ну, то есть, если мужчина к вам внимателен, то как минимум это говорит о том, что он с вниманием к вам относится. Это уже неплохо. Если вы, например, с ним как-то разговариваете и вот вы понимаете, что он вас слушает, что он как-то, ну вот действительно понимает, о чем вы говорите. Там, спустя какое-то время он возвращается к какой-то теме разговора, о чем мы говорили там ранее. Ну, это всегда приятно. Понятно, что человек как-то находится в контакте, он вовлечен в общение. Кроме того, если говорить о заботе и внимании, сейчас есть такой еще вот феномен, стал выделяться в поведении людей, как падлинг. Там, в общем, взята аналогия с поведением пингвинов. Дело в том, что пингвины живут там, где много снега, там деревьев нет, и они, когда вот гнезда делают, они гнезда делают из гальки. И там есть такая вот у них особенность в брачном их поведении, что когда один пингвин нравится другому, то он ему дарит гальку маленькую, ну типа на тебе на построение гнезда. Это проявление внимания, это как-то их начинает связывать. Это, ну, то есть, это такой жест символичный даже для пингвина, потому что с одного камешка ничего не построишь, но вот если я тебе даю один камешек, и если я тебе периодически приношу по камешку, то означает, что вот у нас есть какая-то связь. В нашей современной жизни, где мы часто сидим в интернете, вообще очень много коммуникаций связано на интернет, это могут быть разные такие малозначимые, но символические сообщения, типа там «доброе утро, спокойной ночи», не знаю, пересылание каких-то там эмоджи и каких-то таких вот сообщений, которые, короче, не несут никакого смысла, так же, как вот эта галька пингвина не несет никакого конструктивного смысла в построении гнезда, но являются как бы таким напоминанием о том, что я о тебе думаю, я как бы уделяю тебе такое перманентное внимание. Также обращайте на эти вещи внимание. Если мужчина постоянно как-то вот где-то находится в вашей орбите и какие-то, хотя бы вам там, не знаю, смайлики еще что-то подсылает, то, ну, по крайней мере, это говорит о том, что он вовлечен вот в ваш контакт. Он как-то вами, ну, не знаю, думает о вас, вовлечен вами. Третья вещь, которая говорит о том, что мужчина любит женщину, это если он уважает ее личное пространство и, в частности, хобби. Ну, тут можно, так сказать, от противного это дело разобрать. Мужчина может не уважать, не интересоваться вообще личными интересами, какими-то увлечениями женщины своей. Во-первых, если у мужчины к женщине объектное отношение, то есть он к ней относится, грубо говоря, как к мясу, к какому-то постороннему человеку, от которого мне нужен, например, секс. Или мне нужно, чтобы эта женщина посещала со мной какие-то рауты, потому что у нее там модельная внешность, там какая-то статусная. Или вот эти вот вещи мне от этой женщины нужны. А все, что иное в ее жизни происходит, оно мне так же неинтересно, как мне неинтересно, там вот человек где-то на улице мимо проходит, какой-то посторонний человек. То есть это и есть вот это вот объектное отношение. Я к этому человеку отношусь, как, ну, грубо говоря, как к предмету, с которым, с этим предметом у нас есть какие-то способы взаимодействия. Вторая ситуация, когда мужчине неинтересны увлечения женщины, это если это мужчина с ярко выраженными нарциссическими чертами, я об этом много рассказываю. То есть мужчине важно от женщины, предположим, получать в основном нарциссический ресурс. То есть ему важно, чтобы во взаимодействии с этой женщиной она им там восхищалась или как-то он контролировал ее эмоции, ну каким-то любым способом он получал этот нарциссический ресурс. А если, скажем, она увлечена там йогой и занимается этой йогой, то я в этой йоге вообще никак не фигурирую. Мне оно как бы вообще от этого ни холодно, ни жарко, поэтому я это могу, ну, как минимум, как-то к этому так холодно, обесценивающе относиться. А если там какие-то такие взаимоотношения, что мужчина может влиять на эту женщину, то он, может быть, начнет как-то даже и препятствовать ее этим занятиям. Потому что ты все время должна давать мне нарциссический ресурс. Нечего там заниматься своими какими-то увлечениями. Когда мужчина любит женщину, то вот в ситуации построения таких отношений, построения здоровой близости, мы постоянно, все больше и больше стараемся узнать другого человека. Мы все больше, прощаемся со своими какими-то предположениями и фантазиями по поводу другого человека, заменяя эти фантазии реальными знаниями о нем. То есть вот это вот взаимопознание, то, что наиболее ценное, наиболее интересное, наиболее вообще важное в отношениях, вот в этом процессе очень важно понимать, что там происходит с другим человеком. Это очень интересно понимать, какие там у него увлечения, какие у него есть хобби. Поэтому, когда мужчина любит женщину, ему очень важно понимать, чем она там занимается. И он, соответственно, с уважением относится к ее хобби, к ее личному времени, личному пространству. Четвертый признак того, что мужчина любит женщину, это если он ее эмоционально поддерживает. Вообще так, если технически говорить, с точки зрения психологии, то правильно говорить не поддерживать человека, а поддерживать какие-то процессы, в которых находится человек. Скажем, я там могу поддержать тебя в твоей грусти, я могу поддержать тебя в твоей решимости, разрешить какие-то проблемы, которые у тебя есть. То есть поддерживаются, как правило, процессы, а не человек как-то в целом. Мы так привыкли говорить, что мне нужна поддержка, мне важно, чтобы меня поддержали.
Когда мужчина любит женщину, то, конечно, он ее поддерживает, потому что ему важно, чтобы с ней было как-то вот все хорошо, потому что есть здесь определенный такой вот компонент, ну что ли, эмоциональной взаимозависимости. То есть, если моему близкому, любимому человеку плохо, то мне, соответственно, этого не может быть как-то супер-мега радостно. Понимаете, тут как бы это не вопрос созависимости, это вопрос взаимозависимости, это вопрос какого-то сочувствия, вопрос такой межличностной отношенческой эмпатии. Так вот, мужчина может давать свою эмоциональную поддержку. Другой вопрос, что у нас у мужчин есть такая вот штука, что когда женщина говорит о том, что ее что-то волнует, то, как правило, мужчина это воспринимает как какую-то проблему. То есть каждый мужчина в отношениях, он такой кризис-менеджер и проблем-солвер. Опять же, это связано с тем, что с детства каждый мальчик слышит, что нужно, значит, не словом, а делом доказывать вообще то, что ты важен, что каждый мальчик должен быть полезным, а не бесполезным, потому что если ты бесполезный, значит, ты не мужчина и так далее. Поэтому часто бывает так, что женщина говорит о том, что ее там что-то волнует, а мужчина сразу старается понять, каким бы образом бы предложить решение, и может быть даже самому это решение и сделать, решить эту проблему. Женщинам часто бывает не нужно, чтобы за них ничего решали, ей нужно просто, чтобы ее послушали. Но это уже как бы следующий этап. То есть мужчина это предлагает, ту эмоциональную поддержку такую, какую он ее видит, как он ее понимает. А уже вопрос того, как вам подходит это или не подходит, что он дает, это уже вопрос вашего последующего согласования. Желательно в отношениях говорить о том, что мне вот важна такая поддержка, и иногда мне там не нужно, чтобы ты мне тут же рассказывал, что мне делать, там гуглил какие-то, не знаю, там телефоны нужных мастеров. Иногда мне нужно, чтобы ты меня просто послушал. Пятый признак того, что мужчина любит женщину, это если мужчина в отношениях с женщиной ясный, открытый, такой надежный, последовательный, вообще понятный, как следствие надежный. Соответственно, если рядом с женщиной есть такой мужчина, то такой мужчина, вероятно, к женщине относится достаточно как к какому-то важному человеку. С другой стороны, опять же, нужно понять, что если женщина находится в отношениях с таким мужчиной, то это тот мужчина, про которого ей бы хотелось бы думать, что он ее любит, потому что это то, что женщины больше всего ценят в мужчинах. Ну так вот, если спрашивают, то женщины чаще всего говорят, что неважно, какой бы он там был, какие-то другие были бы у него сферы, но главное, чтобы он был понятный, открытый, там, грубо говоря, не врал, был надежный, вот он как говорит, так и делает. Я про него знаю, что если он что-то вот, не знаю, там пообещал, то он это выполнит. Если он каким-то образом ко мне относится, то, скорее всего, это не будет меняться несколько раз в день. То есть вот такая вот стабильность, в принципе, важное человеческое качество, которое, в частности, женщинам важно видеть в мужчине. Тут давайте от противного. Если мужчина женщину не любит, то, вполне себе вероятно, может быть с ней не так уж сильно открыт. То есть, если это женщина, с которой мы находимся в отношениях, но я не хочу в эти отношения идти дальше, то мне нужно каким-то образом выставлять какие-то границы. То есть часто бывает так, что мужчина и женщина встречаются, мужчина как-то не рассматривает эту женщину как какую-то долгосрочную такую историю, и ему нужно же каким-то образом поставить какой-то такой стопор, чтобы не было какого-то дальнейшего сближения, чтобы не было какого-то дальнейшего перехода на следующие этапы. Поэтому, соответственно, такой мужчина вряд ли может восприниматься женщиной как открытый. У него какие-то есть там по работе моменты, он куда-то уезжает, и что с ним там происходит, неизвестно. Или в какие-то моменты он, скажем, не может взять трубку, и в какие-то моменты они не могут о чем-то поговорить. Есть какие-то темы, которые табуированы, или есть какие-то темы, которые не обсуждаются. То есть есть какие-то такие ограничивающие штучки, вроде бы как, такая вот данность, такой я мужчина, но по сути мы в результате не можем идти дальше в отношения. Соответственно, женщина в такой ситуации не будет воспринимать этого мужчину как открытого, понятного, такого надежного и последовательного. Как видите, для того, чтобы понять, что ваш мужчина вас любит, вам нужно находиться с ним, во-первых, в достаточно таком интенсивном и открытом контакте. То есть вы должны с ним, грубо говоря, уметь разговаривать, уметь ему задавать вопросы и уметь слышать от него, что он там отвечает. А он, соответственно, было бы неплохо, чтобы умел тоже слышать и слушать и говорить. Если вы понимаете, что вы находитесь в отношениях, где очень много такой неясности, что-то много сомнений, у вас внутри много процессов, вам непонятно, любит меня этот мужчина или нет, и вы вдвоем не можете с этим человеком это как-то прояснить, вы можете обратиться на консультацию. В частности, под каждым моим видео есть ссылки на мои соцсети. Вы переходите, пишите мне личное сообщение, мы с вами договариваемся. Иногда бывает достаточно несколько консультаций для того, чтобы понять, что там за ситуация, какие-то расставить акценты, чтобы вы дальше могли с этим что-то делать. Иногда в ходе этих первичных консультаций какие-то такие вопросы оголяются, что дальше это может все перейти в дальнейшую личную психотерапию, но это в каждом индивидуальном случае нужно конкретно принимать решение, клиент вместе с психотерапевтом это решает. Если вы понимаете, что вы в течение своей жизни достаточно часто сталкиваетесь с повторяющимися какими-то вопросами, например, часто бывает так, что мужчина ведет себя каким-то образом, то он появляется, то исчезает, или, не знаю, какие-то такие от него сигналы есть, и вам непонятно, что это за поведение, можете написать в комментариях. Я думаю, что если мы устроим такую дискуссию в комментариях, я постараюсь ответить на ваши вопросы, соответственно, и другие зрители могут как-то поделиться также своим каким-то опытом. Опять же, если вы в отношениях счастливы, и вы понимаете, что в отношениях у вас как-то все
все начиналось, ну, как обычно, много чего непонятного, а потом вы как в какой-то момент удостоверились в том, что ваш мужчина вас любит, то напишите, что это был за признак, на что вы опирались, это будет важно другим зрителям. Если вам это видео понравилось, ставьте лайк, также можете подписаться на мой канал, чтобы не потерять меня. Берегите себя и своих близких, и до встречи в следующих выпусках.